Ручной беспроводной пылесос, который одновременно выполняет влажную и сухую уборку. Вдобавок он имеет интеллектуальный датчик iLoop для регулировки мощности всасывания и подачи воды. Удобный дисплей со всей необходимой информацией на нем, голосовые подсказки, также удобное приложение, умная самоочистка, что позволяет не чистить пылесос вручную. Обо всем этом нам заявляет, как всегда, производитель в рекламе. К умному пылесосу под названием Tineco Flow One S3. Но как же на самом деле дела обстоят с этим устройством, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем делать обзор на пылесос, притом ручной, и, по-моему, это уже, наверное, 15-й, если, может быть, чуть больше у меня пылесосов было на канале, при том, что вот подобной штукой я реально пользуюсь дома. И именно этим брендом. Да, он со временем потихонечку теряет мощность, как и все. Flow One S3. Этих штуковин они выпускали уже эгегей, йо-хо-хо, сколько. Здесь у нас все максимально красочное. Ощущение, что это дело просто валяли по полу перед тем, как отправить. Ну, ладно. Поваляли. Главное, что дошло. Здесь нас ждет Quick Start With. Разумеется, все на английском. То есть здесь у нас рассказано, каким образом нам стартовать с этим девайсом. Много всяких интересных штук. Пластик, кстати, нормальный. Нормальный. И еще здесь есть вот такая штуковина, чтобы срезать волосы, получается, со щетки. Продумано-то как все. Много всяких прибамбасов для крепления в основном. И второй вариант, это, разумеется, для очистки. Здесь у нас запах уровня странно. Почему? Потому что здесь дезодорирующее и моющее средство в комплекте. То есть пылесос у нас еще и моющий. Я думаю, что это запасная, надеюсь, запасная щетка. Блок питания довольно малых габаритов на 26 ватт. Я надеюсь, запасной фильтр. И руководство. Сейчас барабанная дробь и самое важное. В руководстве у нас на русском что-то или... Да, полностью на русском языке, в отличие от моего прошлого пылесоса. Ну ладно. Плюс им карму, чтобы стали все переводить. Здесь у нас ручка пластиковая, легкая, с кнопочками. Пакуют прямо не щадя картона. Вот такая подставка у пылесоса. Все завязано вручную, вряд ли это робот делал. Подставка легкая. Поместите устройство на площадную базу для легкой подзарядки и самоочистки. Подробные сведения смотрите на ярлыке. Пылик как космолет просто. Как будто я Хейлу пересматриваю. У вас нет такого ощущения? Компактным ее однозначно не назовешь. Вот сюда запихивается фильтр. В этот космолет. Главное понять как. Ага. Есть контакт. Залетаем. Разумеется, ЖК дисплей. Разумеется, вот сюда мы эту швабру вставляем. Вопрос, какой стороной, правда? Очень даже похоже, что контакты здесь. И все, мы зафиксировали. Будем пылесосить стол. Так. Штуковин здесь, с которыми разбираться в этот раз много. Я не назову это простым устройством, еще учитывая, что он моющий. Выглядит все это дело эпично, и да, я неровно к Tineco дышу, потому что они делают нормальные вещи. Не скажу, что прям за недорого, но полностью русифицированный, собран хорошо с первого взгляда. Все инструкции, все прибамбасы продуманы. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого разыгрывается еще 2 смартфона 30 числа в августе. И не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок, там много интересного. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к умному пылесосу. Полетели. Данная модель поставляется только в единственном дизайне. В комплекте мы имеем запасной щеточный валик, HEPA-фильтр, средство для уборки 3 в 1, зарядную базу, моющее средство и адаптер
адаптер питания. Внешне One S3 выглядит хорошо. Основные части самого пылесоса выполнены из пластика, качество материалов хорошее, сборка отличная. Вес его небольшой, рука во время уборки не устает. Габариты 286 на 256 на 1100 мм. На ручке расположили кнопку самоочистки, кнопку включения и выключения. Далее есть кнопка переключения режимов, светодиодный дисплей, на котором отображаются рабочие характеристики, уровень мощности, информация о засорении и так далее. Емкость CWT для чистой воды объемом в 0,6 литра. 600 мл, конечно, мало, как по мне. Емкость DWT для загрязненной воды объемом 500 мл. Также пылесос оснащен интеллектуальным датчиком iLoop, с помощью которого One S3 может обнаруживать влажные и сухие загрязнения, автоматически соответствующим образом регулировать всасывание и расход воды. По моим тестам, к слову, данная функция работает корректно. Далее есть валик, который можно снимать и спокойно мыть, но, как я уже говорил, данная модель оснащена функцией самоочистки, что удобно. Но все равно периодически советую чистить данный валик и, в принципе, сам умный пылесос. Летим дальше. Tineco Floor One S3 одновременно выполняет влажную и сухую уборку. Также он имеет голосовые подсказки, которые озвучены на русском языке женским голосом. Озвучка приятная. Емкость аккумулятора 4000 мАч. Полный цикл зарядки занимает, по моим тестам, 4 часа 23 минуты в среднем. Для помещения в 40 метров квадратных потребовалось 50% заряда в эко-режиме, при том, что я 2 раза менял воду в емкости для чистой воды. В максимальном режиме One S3 проживает до 30 минут по моим тестам. Далее. Умный пылесос можно подключить к приложению Tineco. На начальной странице с подключенным пылесосом мы имеем возможность увидеть качество уборки, заряда аккумулятора в процентах, состояние резервуара для воды и грязной воды. Далее мощность, расход воды, включение-выключение беззвучного режима и включение режима самоочистки. Также есть журнал уборок, обновить прошивку, по всей видимости, нельзя. Может быть, с обновлением самой программы добавят еще это. Перейдем же к тестам. Уровень шума не превышает 74 дБ. Во время уборки он достаточно тихий. Прикроватную зону или сложно доступные места убирает неплохо. Пыль, шерсть и подобные маленькие частицы всасывает хорошо. Пол моет также качественно, но в углубленных местах, к примеру, в швах между плиткой, он не в состоянии убрать загрязнения. Во всяком случае, с первого раза точно. С разлитым кофе, чаем и так далее он справляется великолепно. С крупными частичками дела обстоят не так радужно. Сказать, что нужно после него мыть все вручную, я не могу. При сильном загрязнении может только потребоваться повторное мытье полов, и все. Так он справляется. Если говорить о коврах, то он не предназначен для чистки ковров, так что имейте это в виду. В целом, работой данного умного пылесоса я доволен, так как нет необходимости изначально пылесосить, а потом мыть полы. Да, требуется часто менять воду в резервуаре для чистой воды. Отмечу, что данная технология мытья пола куда лучше справляется со своей задачей, чем, к примеру, технология, которая была у пылесоса под названием PipeO T12, который я недавно обозревал. Разумеется, версии плюс. Но это разные устройства, так что сравнивать их по большому счету нет смысла и некорректно. Просто имейте в виду. Минусы — это скромный комплект поставки, маленький объем резервуара для чистой воды. Проходимость хотелось бы лучше, так как не везде он может подъехать, чтобы убрать пыль. Также, как по мне, можно было бы придумать валик, который имел жесткие дополнительные щетинки для того, чтобы убирать загрязнения между плиточных швов. Плюс маленькое время автономной работы. К слову, скоро будет вообще моющий робот-пылесос на канале, так что, кому эта тема интересна, ждите. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Все в этот раз на Али более-менее приятно на сейл было. Почему? Потому что были и купоны от продавцов, был и выгодный курс относительно. Я приобрел многое. Поэтому не забывайте еще подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал с примерами фото и видео новых устройств. И скорее всего, сегодня или завтра на Твиче я буду гонять Realme GT Master Explorer Edition версии номер 2. Резюмирую, Tineco Floor One S3 показал себя в влажной и сухой уборке довольно хорошо. Он удобнее, чем, к примеру, обыкновенная паровая швабра, но не такой универсальный, как ручные пылесосы, которые имеют много различных насадок. Я в целом доволен данной моделью. Если вы собираетесь приобретать себе подобное устройство, то советую подумать, что для вас в приоритете, так как с этим пылесосом ковер, еще раз повторяюсь, не пропылесосить. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, не забывайте написать что-нибудь в комментарии, чтобы помочь каналу. Всем, кто оставит любой коммент без мата, хамства и рекламы, огромное спасибо от души, вы помогаете проекту. Девайсу DAO. Добра и удачи вам, дорогие друзья!